Всем большой привет, друзья! Я рада видеть вас на своем канале. В моем доме уже праздничное настроение. Сегодня вместе с вами мы сделаем вот такой красивенный камин, ну и, конечно же, украсим его красивыми игрушечками и сюрпризами. Кому интересна такая идея, оставайтесь на моем канале, ну а я начинаю работать. Все очень просто. Поехали! Чтобы сделать такой крутецкий камин, нам понадобятся обычные картонные ящики. Хочу вам дать маленький совет. Старайтесь подобрать ящики одинакового размера, тогда и камин будет ровненький. Для начала берем ящик, скотч и заклеиваем его так, чтобы ящик не открылся. Дальше нам опять понадобится скотч и соединяем 3 ящика между собой. Ноги для камина практически готовы. Я склеила по 3 ящика вместе с одной стороны и 3 ящика с другой стороны. Я купила вот такие листы огромные белой бумаги. Если у вас таких листов нет, можно использовать обычные листы А4 или самые простые обои. Поехали! Берем лист и обклеиваем нашу коробку. Чтобы бумага крепче держалась на коробке, можно зафиксировать ее двухсторонним скотчем. Я так и сделаю. Клеим небольшие полоски скотча, хорошенько натягиваем и прижимаем. Сверху фиксируем обычным скотчем. Все готово, друзья! 2 ноги камина я уже обклеила белой бумагой. А сейчас нам понадобятся 2 узкие, но длинные коробочки. Я беру вот такие. Складываем их вместе и склеиваем между собой скотчем. Белый лист бумаги А4 складываем вдоль пополам и ножницами разрезаем. Такой полоской бумаги обклеиваем боковую часть коробки. Дальше обклеиваем верхнюю часть коробки. Я уже отрезала лист бумаги, прикладываем и приклеиваем. И получается вот такая смешная конструкция, очень похожа на скамейку. Сейчас, друзья, берем огромный лист черной бумаги. Он у меня тоже не настолько большой. Я склеила его из 2 частей. Если у вас нет такого большого листа, можно использовать маленькие листики А4 или просто какую-то ткань. Этим листом мы обклеиваем заднюю часть камина. Я здесь. Прикладываем наш лист и скотчем фиксируем. На небольшом листе картона рисуем арку. Прикладываем шаблон сверху на бумагу и обводим карандашом с запасом примерно в полсантиметра. Беру клей-карандаш и намазываю шаблон. Смотрите, как я сделала. Картон входит как раз между 2 ногами камина. Плотненько его туда продавливаем, натягиваем верхний слой бумаги и получается вот так. Для декора я буду использовать вот такую красную самоклеящую бумагу. Если у вас такой бумаги нет, не расстраивайтесь, это совсем не страшно. Берите обычную цветную бумагу или краски. С этой бумаги, друзья, я заранее уже нарезала очень много разных кирпичиков. Вот такие коротенькие я буду использовать для декора арочки. А длинные кирпичики я буду использовать для декора всего камина. Итак, начинаем! Берем кирпичик, который поменьше, отрываем нижний слой и приклеиваем по центру. Снизу немного оставляю белого цвета. Берем следующий кирпичик. Арочка готова, а теперь большими кусочками бумаги начинаем обклеивать остальную часть камина. Начинаем клеить снизу. Между кирпичами оставляем пространство примерно в полсантиметра.
следующий ряд клеим кирпич так, чтобы белая полоска была по центру красного кирпича. Я сегодня в роли строителя. Только я не дом строю, а обычный камин. Возле арки немного срезаем край и приклеиваем кирпичик. Смотрите, что у меня получилось. Камин практически готов. Я его обклеила со всех сторон. Внутреннюю часть тоже обязательно проклеила. Верхушку над аркой. И боковые стены с одной стороны и точно так же с другой стороны. Ну что ж, давайте сделаем дымоход. И наш камин будет полностью готов. Чтобы сделать дымоход, мне понадобится еще одна узкая коробка. И, конечно же, лист белой бумаги. Кладу коробочку, сверху прижимаю лист и скотчем фиксирую. Дымоход тоже готов. Смотрите, какой он крутой получился. Верхнюю часть дымохода я обклеила черным картоном. Ну что ж, давайте устанавливать его на камин. На дно я приклеила двухсторонний скотч. Отрываем бумагу. Давайте посмотрим, что же у меня получилось. А получился у меня вот такой крутецкий камин. Друзья, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Но это еще не конец моего видео. Сейчас вместе с вами мы будем наряжать этот камин. Я готова! Начинаем украшать. Для начала нам понадобится красивая зеленая елочка. Так намного лучше. Сейчас мы сделаем из этого камина настоящий новогодний сказочный камин. Украшаем гирляндой елочку. Давайте начнем с игрушки «Символ Нового года». Вот такого красивого и яркого собачку прицепим вот сюда. Вот этого милого, красивого ангелочка прицепим тоже по центру. Вот эти красивые колокольчики хочу поставить просто вот здесь сверху. Эту красивенную игрушку мне подарили Катя и Макс. Я хочу, чтобы она была вот здесь. Добавим синего цвета. Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be. Вот такой красивенный камин у меня получился. На самом деле, друзья, его сделать очень-очень просто. Так что я вам желаю удачи, украшайте свой дом и делайте его очень-очень праздничным. Хочу добавить на свой праздничный камин еще сюрпризы. Мои гости будут выбирать себе каждый по одному сюрпризу. Я думаю, будет очень интересно и весело. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Вот такие сюрпризики. Давайте Шопкинс. Где-то вот здесь.
Фили с крылышками можно вот сюда. Kinder Joy. Пусть будет вот здесь. Сюрпризы Pet Shop. Фили ведьмочки. Давайте где-то вот сюда. И вот такие смайлики. Пусть будут где-то вот здесь. Оп. Мой камин теперь стал не только праздничный, но еще и сюрпризами. Что это за камин без огня? У меня есть вот такие 3 декоративные свечки. Давайте поставим их сюда вниз. Вот так. И возле свечей добавим символ Нового года. Вот такого красивого собачку. Будешь охранять меня весь год. Вот такая красота у меня получилась. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Нюся ТВ. И всем до встречи, друзья. Пока-пока! 1, 2, 3, елочка, гори! Вот это круто! Смотрите, какая красота получилась! Друзья, всех с наступающими праздниками! Пока!